Здравствуйте, мои замечательные подписчики и гости канала Таро Гадание Инфо. Всем доброго времени суток. Спасибо огромное за то, что вы со мной, за поддержку канала, за ваши лайки, за ваши подписки. Спасибо вам. Отдельная благодарность девочкам за ваши комментарии, за ваши жизненные истории, которыми вы делитесь. Делитесь своим сокровенным, открываете свои души. Благодаря вашему опыту, я надеюсь, кто-то из девочек сможет избежать каких-то критических ошибок в жизни, да, роковых ошибок. Спасибо вам. Тема сегодняшнего расклада звучит так. Что затаил в душе твой ненаглядный, о чем он не решается сказать? Посмотрим, рассмотрим сегодня. Попытаемся узнать, что, собственно, творится в душе у вашего загаданного вами мужчины, да, и о чем он скрывает, что он скрывает, да, о чем он не решается вам рассказать. Для начала делаю сигнификацию, наверное, этого мужчины, о котором вы подумаете. Вы, пожалуйста, представьте его глазки, улыбку, тембр голоса, походку. Какой он? Вспоминаем. Назовите имя, в конце концов, его. Сейчас сигнификацию его делаю. Если срезонирует, вы его узнаете, значит, есть смысл смотреть до конца. Один вариант. Так. Дамочки выскакивают у меня. Что ж такое? Так, думайте об этом мужчине, какой он. Он мне говорит, мне хреново, состояние по повешенному, то ли в состоянии жертвы, ну, то ли человек уже привык в таком состоянии, даже ищет какие-то, может, бонусы от этого, так сказать, состояния, выученная, вымученная беспомощность, да. Может, ты можешь что-то предпринять, но ему уже так комфортно в этом состоянии, может, лишние какие-то бонусы, ему плюшки выпадают. Причем защищается, закрывается от всех. Говорит, уйди, старушка, я в печали, не приставайте ко мне. И ваша карта выходит. Очень часто на вас она в сигнификации ложится. Муза яркая, вдохновляющая, красивая. Так, ага, белая ворона. Картина маслом. Знаете, так хочется сказать. А счастье было так близко. Почему-то он показывает, я защищаюсь. То ли чисто ментально, да, закрывается, то ли в прямом смысле со щитом стоит и там забрала на этом шлеме полностью, закрыла и говорит, не хочу, не подпускайте ее ко мне. Мне очень похоже на вашу карту. Вот тут эта яркая муза, это которая как где-то яркая птичка, талантливая. Она же ворона, он же Гога, он же Гоша, да. Тут белая ворона. Почему-то мне такое как восприятие вас у этого мужчины. Она не похожа ни на кого, она особенная. Она, ну, может быть и правда, даже где-то в каком-то как коллективе. Чужой среди своих. Ощущение инаковости, может быть инаковое восприятие мира, философский взгляд на мир. Может, верите в чудеса, в волшебство, да? Уже взрослая, а продолжаете верить в чудеса. Ну и умничка. Почему-то мне вот так вот ложится счастье с ней. Я мог бы быть счастлив. Но то ли стечение обстоятельств, то ли какие-то события. Ну, в общем, тут человеку, это же мы ложим карты на него, сигнификацию, да, делаем на него. Тут кричит человек от боли. Вот насколько отличаются карты, смотрите, счастье, а счастья не случилось. Боль. Может быть, женщине причинил боль, но вполне возможно, самому было больно. Так, сейчас буду докладывать, о чем это. Так, счастье это вы для него. Ой, а что это у меня тут? Две карты сразу. Странно как-то. Счастье это вы для него. А тут мне как-то странно выпала черная кошка. Он сам как будто не до конца уверен. Может, не до конца он был уверен, что это вы его счастье на тот момент. Скорее всего, у кого-то мог мужчина отдать предпочтение материалка, земля. Своей стабильности, если у кого-то. Тут нет карт, говорящих о том, что человек не свободен. Но очень часто так бывает, когда мужчина уже там
состоявшийся в жизни, уже имеет какие-то накопления, статус, положение в обществе, уже какой-то заработок, уже есть яхты, пароходы, там, может быть, фирма на жену оформлена, недвижимость на тещу, да. Тут карта Земля – это стабильная стабильность, это его уверенность в завтрашнем дне, подкрепленная материально. И тут черная кошка, как будто бы мужчина не до конца был уверен, что, ну, может, готов чем-то рисковать, да. Тут такое. Счастье, это что? Я спрашиваю, что такое счастье? Почему тут счастье выпадает? Он говорит, тяжелая ноша. Сейчас. Ну вот, счастье это она, ну вы, ваша карта вопрошающий. Но в связи с этим рядом же с вами вышла карта расходы. То есть, может быть, для того, чтобы с вами быть, человеку нужно было от многого очень материального, денежки отказаться. Она показывает мне тяжелая ноша, которую я тащу. Может быть, то, что я воспринимал в свое время как радостное что-то, подарочек, да, я к этому стремился, об этом мечтал. А тут какой-то, видите, из этого подарочка злобный клоун выскакивает. Это говорит о том, что вполне возможно, ну, та же вот эта вот материалка, та же стабильность, она для него сейчас как будто бы он без этого не может, но в этом ему тоже тяжело находиться. Он тяжелую эту ношу тянет. Но это его ноша, девочки. Он особо не готов, по-моему, с этой ношей распрощаться. Так. Вот такое оно счастье. Так, давайте спрошу, о чем это боль, вот это вот крики эти, боль, о чем это? Но опять-таки такое, как будто бы вот я спрашиваю, что это за крики, боль какая-то. Вполне возможно, это вам он причинил боль. Почему? Потому что тут как будто бы я на него спрашиваю. Тут карта гроб, он мог это все уже в прошлом принять, пережить. Больше вы пострадать могли от взаимоотношений. Почему-то мне тут показана история, какое-то искушение, карта змея, соблазн, может, сексуальное влечение. Где-то, если мы говорим о вас, с вашей стороны могла быть какая-то доверчивость, наивность, как ребенок, прям какие-то такие глазки. Тут даже у человека могут отчасти какие-то проявления быть, ну, не то, что там раскаяние, но осознает и как-то на душе так не очень, ну, хорошо, гадко на душе. Почему? Потому что тут идет такая, как подмена понятий. Мне очень похоже, что вы воспринимали отношения с этим мужчиной как удача. Вот, да, вы встретила того самого любимого, и он такой, вот, он моя вторая половинка. С его стороны могло быть даже в моменте, когда он вас встретил, увлечение, там, да, восхищение, может быть, любовь, привязанность. Я все это не отрицаю, но человек в моменте понимал, карта зелья, леса. Вы знаете, как будто бы человек понимал, что может не может вам дать тот формат, на который вы претендуете или мечтаете о котором. Леса, какие-то хитрости, недомолвки, недоговоренности, утаивание чего-либо. Зелье это не истинная любовь, это как суррогат какой-то. Человек как будто бы сознательно вам этот суррогат предлагает. То есть для вас это выглядело как любовь, любовная перспектива. А для него как минимум еще варианты были, как будто как минимум еще человек мог подумать, да, повзвешивать. И он сознательно шел на какую-то вот эту подмену понятий. Так, человек работа, в работу уходит с головой. Такое, что это еще? Князь гроб. Ну, скажем так, человек мог остаться, карта князь. Это в социуме такой лакомый кусочек, где-то устойчивое положение, опять-таки материальное. Ну, как будто бы я не буду говорить, что он там не пострадал. Душевно, понятно, какие-то муки есть, но вполне возможно, человек остался в своей какой-то стабильности, в каком-то своем привычном образе жизни, и он это выбрал, и, ну, скажем так, ну, его выбор, да, о чем тут говорить. Так, кого-то так. Пожалуйста, попрошу вас, девочки, пока не начала делать основной расклад, подпишитесь на канал и поставьте лайк, не стесняйтесь. Для вас это мелочь, а мне приятно. Я для вас стараюсь.
Так, что затаил в душе твой ненаглядный? О чем он не решается сказать? Так, что затаил в душе твой ненаглядный? О чем он не решается сказать? Так, что затаил в душе твой ненаглядный? О чем он не решается сказать? Что затаил в душе твой ненаглядный? О чем он не решается сказать? Что затаил в душе твой ненаглядный? О чем он не решается сказать? Что затаил в душе твой ненаглядный? О чем он не решается сказать? И что затаил в душе твой ненаглядный? О чем? Итак, ой. Что затаил в душе твой ненаглядный? Угу. В душе затаил разбитое сердце, разбитые мечты, ожидания, наличие третьего фактора у кого-то в душе. Сердце кровоточит. Что затаил в душе твой ненаглядный? Девочки, ну у кого-то тут действительно алчность. Вот прям картина изображена мужчина. Не знаю, почему он тут обнаженный. Может быть, изображено тут чревоугодничество, да, мужчина. Я уже не знаю, почему он тут такой. Ну, в общем, весь в каком-то золоте. И тут как белая голубка покидает его, да, летит на свет. Это как душа его. Это человек продает где-то душу за монеты. За вот эти вот так называемые блага социума. Может быть, где-то на сделку с собственной совестью идет, где-то переступает через людей, идет по головам, где-то, собственно, идет, знаете, как сам себя предает, свою любовь предает. Вот поэтому тут, как повторюсь, эта голубка, она улетает уже, все, как будто бы не удержать, процесс запущен. Вполне возможно, человек, что он затаил в душе, тут четко идет осознание где-то у человека того, что я сам, как себе вынес приговор, если можно так сказать, сам сделал окончательно этот выбор, выбрав материалку. Так, о чем тут в душе, что? При этом карта вот Вольт, это карта из магической колоды. Обычно это, ну, как управление, это когда делают эту куколку, знаете, в ритуалы Вуду, кукла Вуду, да, и управляют ею. Тут то же самое, тут как будто бы подавление какой-то воли, его воли. Но причем тут, если со стороны, тут я не вижу, что со стороны как будто бы мужчина вполне возможно сам где-то как-то, я же говорю, как эту любовь старается забыть, не принимать, сделать выбор, собственно, в сторону материалки. Тут сам, своими руками, можно сказать, вот, пытается подавить эту, даже где-то не волю, а тягу к любви. Ощущение того, что тут вот карта любовь, да. Это странные карты на самом деле. Руны, любовь, алчность. Так интересно, прям, ну, можно, конечно, сказать, что кто-то в его окружении сейчас. Ну, вполне возможно, у кого-то, если мужчина не свободен, тут могли быть со стороны женщины, я не буду говорить прям магическое воздействие, нет, тут скорее такое манипулятивное, у кого-то это
женщина знает, на какие рычажочки надавить, на какие болевые точечки, для того, чтобы проманипулировать этим человеком. Если она считала, что мужчина может с кем-то увлечься на стороне, или опять-таки увидела его изменения какие-то, да, глаза у него там заблестели, как-то радость жизни забрежила в этих глазках, то вполне возможно, да, человек мог его просто элементарно как на место приземлить, поставить. Ну, где-то манипуляции, да, карта Воль все-таки это как манипуляции какие-то. Потому что человека как вернули, говорю, с небес на землю, ему сказали, вот твоя тяжелая ноша, ты обещал ее нести, давай, неси, хватит. Хватит каких-то тут шалостей. По карте огонь это страсть, вот эту страсть какую-то, которая в нем бурлила, возможно, к вам. Карта лед, как вот в один момент, хуп, как вот угли, да, горящие, а залили это, холодной водой. Вот тут вот, как лед, охлаждение, охладили, сказали, дорогой, ты нам очень нужен, ты должен заботиться, ты должен материально вкладываться, ты должен думать о нашей стабильности. Эмоции это все очень классно, но при этом эта женщина, вполне возможно, женщина, которая рядом с ним, она себя позиционирует как друг его. Угу. Так, может, в принципе, не обязательно женщина, может быть, какой-то друг его. Вот так вот, знаете, тоже как с небес на землю опустил и сказал, любовь любовью, а ты уже столько всего прошел, у тебя уже сколько, какой путь, вот любовь очередная пройдет, а ты можешь лишиться там какой-то твердой почвы под ногами. Спрашиваю, есть в этом какой-то магический подтекст? Не знаю, тут опять-таки, скорее всего, это, ну, это больше похоже на какую-то женщину. Но если даже это не женщина, то это человек, который приближен к их семье. Может быть, даже и друг какой-то, потому что собака, друг это все-таки. При этом этот друг, скорее всего, заботится о его семье, а с каких-то вот он несет там ответственность, вот этот мужчина. Тут цель как будто бы вернуть его в лоно семьи, если можно так сказать. Ну, мне так идет. Так. Затаил в душе, затаил в душе. Сердце разбито, но приходится находиться там, где я нахожусь. Древо какое-то. Семейное древо, может быть, родственные связи, переплетение этих родственных связей. Будто бы человек себе постоянно напоминает, что нужно. Да, опять-таки, если там мать его детей, там, в принципе, жена, женщина, которая с ним рядом, может, проходила трудности какие-то с ним, то она вот как будто бы человек сам себя заставляет вот находиться там, как-то мне так. Вот, напоминает себе, я должен, я обязан, я многим, может, этой женщине обязан. Может, оно и правда так, правда. Любовь, память. Тут знаете, что затаил в душе? Тут как будто бы вот он себе повторяет, да, и говорит, это моя жизнь, это моя жизнь. А потом любовь, старается эту любовь какую-то вот, ту, которая в нем где-то сидит, она не дремлет даже, она кричит, а он ее как бы закрывает. Потом карта цикличность проходит какое-то время, какой-то период проходит, и память его накрывает, воспоминания. Может быть, о связи с вами, о какой-то любви. Тут у него память. Смотрите, карта какая, она так мне нравится, она такая говорящая. Пришел мужчина на могилку, тут подразумевается к любимой какой-то женщине. Ну, я понимаю, это утрировано, да, надеюсь, все живы и здоровы. И он принес ей тут какие-то цветы алые, красивые, букет цветов. И он держит этот зонтик, смотрите, не сколько над собой. Тут у него по плечам, по спине стекают эти капли дождя, этого ливень, прям его, можно сказать, накрывает его этот ливень. А он держит над этой могилкой этот зонтик. И эти цветочки он сейчас сюда положит. Это говорит о том, что этот человек ему настолько дорог, близок, пусть его уже нет в живых. Ну, тут в нашем случае, может быть, на физическом плане рядом его нет. Но ментально для человека эти воспоминания о чем-то, о какой-то связи для него так дороги. Но при всем при этом, девочки, это тройка огня, тройка.
третьи лица какие-то, третий фактор. То есть в любовной истории трое, минимум трое. То есть нет такого, что мужчина и женщина, и со стороны мужчины кто-либо, или же со стороны женщины тоже может быть. И вот как бы там ни было, тут воспоминания о чем? Тут странная какая-то карта. Вот сидит мужчина такой на лавочке, и типа я такой весь в шляпке, в каком-то костюме. Сидит, и на него набрасывается тут женщина. Тут он уже разделась, я уже не знаю, запрыгнула на него. А он такой, вроде как и не отталкивает ее, понимаете? Он ее тут даже прижимает к себе, но в то же время всем своим видом показывает, это не я ни при чем. Она сама. И тут какая-то такая двусмысленная ситуация, знаете, получается. Память об этой женщине для него дорога, он тут ее, тут карта любовь. Он говорит, время проходит, я понимаю, это была любовь, или это и есть любовь. Но при этом он не готов брать ответственность за эту женщину, сам не готов каких-то шаги предпринимать или развивать эти отношения, так как бы этой женщине бы хотелось. И дальше карта алчность идет. День, мужчина выбрал день, мужчина выбирает стабильность. Ну, как-то так. Ну и в конце карта неповиновения. Сейчас я буду смотреть, о чем это. Вот что затаил в душе ваш ненаглядный. Может быть, вот это ответ на этот вопрос. Неповиновение. Это когда ты противостоишь всему миру. Да? Тут какой-то лев такой, он набрался сил, смелости выйти и громко мяукнуть, да? Прорычать. Я не хочу по вашим каким-то правилам жить, я не хочу эту лямку тянуть, я хочу поступать так, как велит мне мое сердце. Тут что-то такое, вот как будто бы хочу разорвать этот круг какой-то замкнутый. Может быть об этом, потому что неповиновение это желание выйти из какой-то матрицы, желание перестать быть этим заложником обстоятельств, сложившейся этой ситуации. Ну, прям интересно, насколько громко человек мяукнет. Да, неповиновение это о чем? Неповиновение это человек хотел бы выразить своей семье. Карта аисты, детки, это вот почему-то пойти вразрез с их желаниями, да. Ну, человеку хотелось бы по карту отшельник. Сейчас. Это что? Ну вот в душе у него, смотрите, что затаил. Ему хотелось бы, повторюсь, где-то поступить так, чтобы не отыгрывались какие-то сценарии его семьи. По карте отшельник где-то уйти на время вообще, может быть, оттуда из семьи, где-то задаться вопросом, что для меня важно, что истинно, ценно. Карта якорь. Ну, стабильность человек не хотел бы терять в любом случае. Но тут карта развилка. Как будто бы человек топчется на этой развилке, и хотелось бы ему, может быть, изменить ход событий, какую-то другую сторону, может быть, протоптать эту дорожку, свой путь. При этом чувствовать себя почему-то униженным. А так, о чем, почему? Карта святая, да? То знаете, человек понимает, что для того, чтобы действительно изменить вот ту ситуацию, в которую он попал, тут по святой воде вообще нужно как будто бы очистить эту всю ситуацию и как с чистого листа начинать, вплоть до того, что да, ты можешь лишиться материалки вообще, тут уйти вол как сокол, от них как в одном нижнем белье, как говорят, да, но человек очень боится этих трудностей, гора, это для него какие-то прям такие препятствия, для него это очень страшно, очень как-то. Ну, прямо когда он об этом думает, горы какие-то, понимаете, эти препятствия, их вообще не обойдешь, не пройдешь, как он. Опять карта скоробей, ценность какая-то и карта башня. Но тут, знаете, у человека в душе вот такое вот, как будто, с одной стороны, он отдает отчет, что ему что
есть что терять. С другой стороны, по карте башня, прям может быть желание даже разрушить. Он понимает, понимаете, это что тут какими-то малыми жертвами не обойдешься. Тут надо действительно конкретно отказаться от очень многого в своей жизни для того, чтобы получить желаемое. А в данном случае для него желаемое — это какая-то его любовь. Так, ну, остановимся на том, что у человека есть желание сейчас поступить как-то не так, как всегда, да, выказать какое-то неповиновение системе, семье своей, ценностям каким-то, семейным. Так, что он не решается вам сказать? Так, человек не решается вам сказать по этой карте, карта карма, что он понимает, что в его жизни сейчас происходят закономерные какие-то события, и его поступок, который в прошлом был, он совершен им был, или же то, что не совершено было, а по идее должно было. Ну, то есть его, может быть, какое-то отстранение от ситуации, может быть, сбежал, да, как-то. Нужно было предпринимать решение, а он удалился, да, в туман. Или же наоборот, он совершил какой-то поступок, и он понимает, что этот поступок за собой повлек череду каких-то событий. Прекрасно человек осознает это. Видите, карта карма сидит такой какой-то, я уже не знаю, человечек, да, монах. И тут он, как принцип домино, да, толкает одну эту какую-то пластиночку, да, домино, и все, и пошла череда событий, все ломается, все в жизни рушится, все крошится, в общем, а назад уже все не перекроить. Так, не решается сказать. Так, интересно, о чем это позиция? Ну, девочки, что не показывают, то я вам и рассказываю. Тут у меня вышла карта оппозиция. Люди друг на друга кричат, мужчина на женщину, женщина на мужчину, отстаивают свои какие-то права, видение мира. Я уточнила, о чем это. Это, скорее всего, то ли это с вами это произошла какая-то размолвка, то ли это у него сейчас в семье может такое происходить, да, как будто бы. Но мне карты, смотрите, что показывают. Человек выбрал где-то, может быть, тут по-любому карта жадность вышла. Хотел человек материалки, стабильности, карта урожай, в полной мере собрать какой-то урожай, да. А при этом так странно, он как будто бы не готов был к этому всему, к тому, что у него будут какие-то душевные муки, его накрывать. Он, видать, ну, не в полной мере человек себя знает, да, или для него это было неожиданностью. Он говорит, это бумеранг мне какой-то. И параллельно с этим еще как будто бы карта сад, это в социуме, материалка может быть и нормально, более-менее, да, он может и сохранил какие-то позиции, а тут как будто как карта сад, это реализация, это может быть даже то, как его, там, если он семейный, да, видят его семью в социуме, воспринимают. Вот почему-то тут карта гроб, тут как будто бы может у него, ну, его реализация, его там какие-то проекты, как тормозиться извне.
Вот, мне такое идет. Так. Тут у человека, вот мне почему-то вот эта оппозиция, вполне возможно, что дома у него или с кем-то там он выясняет эти отношения, и по Луне это не имеет ни конца, ни края. И истинная причина этих выяснений отношений кроется от Луна, это туман, обман, то, что скрыто, да, то, до чего не докопаешься. Как будто бы можно 1000 раз выяснять отношения с домочадцами, но причина кроется, тут смотрите, карта фея, ящик Пандоры. Где-то сердце его принадлежит то ли другой женщине, то ли мысли об этой женщине, мысли о том, что он в свое время не рискнул, он побоялся этот ящик Пандоры открыть, побоялся рискнуть, пойти во что-то. Где-то подсознательно у него сидит мысль о том, что, ну вот вам не решается сказать, что да, я где-то струсил, где-то побоялся, да. По карте букет я был рад вот какому-то, может быть, этому периоду конфетному букетному, чувственному этому наслаждению, страсти, всему этому был рад. Но после того, когда я, допустим, не выбрал это, ну, на постоянной основе или не сделал выбор в сторону по этой карте. Женщина какая-то инаковая. Женщина, я имею в виду, может быть, как белая ворона, да, женщина нестандартная. В душе тут, как, может быть, в отношении него вы начали проявлять равнодушие какое-то. Этот вулкан страстей, он сменился каким-то равнодушием, а его тут эмоции накрывают. Человек привык, может быть, получать даже с вашей стороны какую-то подпитку. Опять-таки, хотелось бы по тройке воды вновь этих эмоций, хотелось бы наполнения этого. Так, реализации дьявола. Вполне возможно, у человека даже, вот, кстати, по поводу реализации, когда он был, ну, в любовной сфере у него все прекрасно, там, влюблен, пылал, яркость чувств наполняли его, вы, надеюсь, наполняли его, то тут как будто показано, что у него какая-то дьявольская энергия, оно и на реализацию его влияло. Он мог достигать чего-то, там, ставил перед собой какие-то цели, он их достигал легко. Тут отчасти даже было ради кого, ради чего. Вот тут об этом как-то. Тут он не решается это сказать. Мотивации как будто у человека мало. Пропадает какое-то желание вот чего-то достигать, что-то достигать. Еще показано о том, что, смотрите, тут карта букет с одной колоды, с другой карта букет. А сейчас женщина, вот, вместо вот этих страстей каких-то, она правда как обдает его вы, да, я думаю, каким-то равнодушием, холодом, он, по крайней мере, это считывает так. Сейчас женщина по карте книга уже наученная горьким опытом, где-то, может, увлекаетесь психологией, где-то тоже Таро раз смотрите подсказки. По карте воительница уже не чувственная, нежная, не волшебная, а с мечом в руках отстаивайте свои права, отстаивайте свои какие-то желания, потребности, как минимум на вытянутую ручку держите, да, рамочки, границы присутствуют, вас уже так какой-то лапшой, розовыми очками не привлечь. И вы вот эти вот по карте букет, вы также привлекательны, вы такая же яркая, соблазнительная, и он понимает, что это может он получить, но уже не так совсем легко, уже просто какими-то обещаниями, какими-то, знаете, иллюзиями, какими-то, опять-таки, розовыми очками, это всего уже уже не добьешься. Тут нужно действительно предпринимать какие-то шаги, поступки нужно какие-то совершать. Ну, тут как-то так, как будто бы все, вы уже не поведетесь ни на какие там эти, опять-таки, обещания. Нет, вы уже очень четко, ясно все видите, и вам нужны конкретные ответы на конкретные ваши вопросы. Тут... Так, что мне решается еще сказать?
Ну, не решается сказать, что он понимает по карте воин, что он сам разрушил. Вина в большей степени на нем. Его какими-то поступками, какими-то словами, может быть, все разрушено. Так как воин в этой колоде – это человек, который не созидает, а разрушает. Опять-таки человек может по карте парусник надеяться, что все-таки в жизни что-то изменится. Может быть, в лучшую сторону, может быть, какие-то, может быть, новости в его жизнь влетят, какие-то благие вести, да, в вашу, может, совместное что-то. И какие-то у него все-таки надежды теплятся, что вот это состояние, карта крест, как будто бы все, что он может сейчас, это вот, ну, в переносном смысле, девочки, оплакивать ситуацию, в которую он попал. Где-то тут крест, видите, тут на могиле возле этого креста человеческая сгорбленная фигурка, и человек уже понимает, я уже повлиять на ситуацию не могу, нужно уже исходить из того, что случилось. Вот все, что я могу, это где-то вспоминать только, как это было, и в дальнейшем сделать так, чтобы не повторять этих ошибок. А кардинальным образом я уже ничего изменить не могу. Так у этого человека тоже есть такое понимание по карте крест, что все уже, там сколько можно было накосячить, я накосячил, я, вы вместе. Там, ну, в общем, ситуация где-то тупиковая уже. Но все-таки по карте парусник он надеется, может быть, извне даже что-то случится. Я уже не знаю, там. Может, не приведи Господи, будете вы в горящем доме, а он окажется рядом там и вынесет вас на руках, и вы простите ему там все, что там он там сотворил или не сотворил. Ну, я утрирую, но вы понимаете. Тут как будто бы человек надеется даже не на себя, не на ваши проявления. Нет, он в это не верит. Он понимает, что вы тут как-то, если не враждебно, то очень серьезно относитесь и к своей жизни, и к построению отношений. И уж точно на него уже не смотрите восхищенными глазами. Тут он надеется на какие-то извне, я же говорю, как будто бы, может, третьи лица какие-то в данном случае сыграют на руку, может, в принципе, какое-то стечение обстоятельств. Вот такое вот, что-то, какие мысли у человека. Вот об этом он не решается вам сказать. Все, девочки, кому было интересно, полезно, ставьте лайки, подписывайтесь. Спасибо огромное за то, что вы со мной. До новых встреч!